Раньше кастомами считались только эксклюзивные мотоциклы, сделанные вручную на заказ. Однако после выросшей популярности этого направления в стороне не смогли остаться и японские производители, которые стали методично выпускать кастом-версии своих круизеров. Причем, глядя на некоторые из них, даже не верится, что это серийный заводской мотоцикл. Сегодня я собрал 5 самых интересных эксклюзивных серийных японских круизеров. И начнем мы с Yamaha XVS 1300C Striker, который является кастом-версией круизера V-Star 1300. После появления этот мотоцикл сразу же окрестили самым изысканным среднеразмерным круизером в стиле кастом. Сердцем страйкера является двухцилиндровый V-образный двигатель с 4 клапанами на цилиндр и жидкостным охлаждением, объем которого составляет 1304 кубических сантиметра. Стремясь сохранить классический внешний вид двигателя с воздушным охлаждением, в качестве изюминки стиля были добавлены ребра охлаждения. Силовая установка выдает 73 лошадиные силы при 5500 оборотов в минуту и 106 ньютон-метров крутящего момента при 4000. Она обеспечивает разгон 300-килограммового красавца от 0 до сотни за 5 секунд. Максимальная скорость составляет около 180 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. Кстати, в угоду дизайна каплевидный топливный бак Striker был уменьшен с 19 до 15 литров. На четвертом месте невероятный пауэр-круизер Yamaha XV 1700 Roadstar Varia, который объединил в себе круизерную силу и маневренность спортбайк. Самое главное отличие от всех конкурентов — это, конечно же, легкая алюминиевая рама, которая на 40% жестче по сравнению со стандартной рамой серии. Задний маятник также сделан из алюминия и выполнен в стиле спортбайка. Такая конструкция была впервые применена в серийном производстве круизеров, благодаря чему в снаряженном состоянии мотоцикл весит почти как XVS 1300C Striker — 295 кг. Плюс сюда частично переехала подвеска и тормоза от Yamaha R1. 1670-кубовый V-Twin с развалом цилиндров 48 градусов выдает 84 лошадиные силы максимальной мощности и 135 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни байк разгоняется за 4 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км в час. Средний заявленный японцами расход топлива 5,8 литра на 100 км. Мотоцикл имеет 5-ступенчатую коробку передач и ременной привод. На третьем месте снова Yamaha с кастом-версией Rider серии круизеров XV 1900. Мотоцикл имеет агрессивный стиль с удлиненной вилкой, низким сиденьем и широким 210 мм задним колесом. Сложность инженеров компании заключалась в том, чтобы совместить стиль, вдохновленный чоппером, с шасси, которое обеспечивало бы превосходные характеристики. Сердцем XV 1900 Rider является высокопроизводительная V-образная двойка воздушного охлаждения объемом 1854 кубических сантиметра, который выдает 100 лошадиных сил максимальной мощности на 4250 оборотов в минуту и 168 ньютон-метров крутящего момента, доступного уже с 2500. При снаряженной массе в 347 кг Райдер от 0 до сотни разгоняется за 4 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км в час. Всю мощь на заднее колесо передает ременная передача. Средний заявленный расход топлива 6,2 литра на 100 км, что весьма кстати при довольно маленьком баке, объем которого составляет всего 16 литров. На втором месте круизер с настоящей кастомной внешностью от Honda, модель VTX 1300CX Fury. Японцы выпустили мотоцикл, который не похож на круизер, имеет черты чоппера с невероятным просветом между двигателем и бензобаком, но при этом он имеет карданный привод и размещенный спереди в раме радиатор. Двигатель здесь с небольшими доработками установлен от VTX 1300. Он имеет уже инжектор вместо карбюратора, а также по 3 клапана и 2 свечи на каждый цилиндр.
Максимальная мощность составляет 75 лошадиных сил на 5000 оборотов в минуту и 107 ньютон-метров крутящего момента на 2250 оборотов в минуту. При снаряженной массе в 300 кг от 0 до сотни Fury разгоняется около 6 секунд. Максимальная скорость 160 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров, однако бак в угоду дизайна весьма скромный – 12,8 литра. Ну и лидер сегодняшнего топа, конечно же, просто сумасшедший эксклюзивный круизер Honda NRX 1800 Valkyria Runa. Этот мотоцикл был создан на базе Honda GL 1800 Goldwing с неповторимым дизайном и со всеми передовыми технологиями Honda. Выпускался этот шедевр с 2004 по 2005 год в ограниченной серии 1500 штук. Руна имеет алюминиевую раму, консольный задний маятник, переднюю вилку с нижним рычагом, комбинированные тормоза и, конечно же, карданный привод. А сердцем является неповторимый 1832-кубовый оппозитный шестицилиндровый двигатель, который выдает 118 лошадиных сил максимальной мощности на 5500 оборотов в минуту и 167 ньютон-метров крутящего момента на 4500. От 0 до сотни эта 400-килограммовая махина разгоняется всего за 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,5 литров, но, видимо, японцы сами сомневались в этих цифрах в реальных условиях, поэтому здесь 23-литровый бак.